От пациента рак легких. Кафедра лучевой диагностики консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 71 года, дата исследования 19 мая 2023 года в динамике с КТ от 2 февраля 2023 года, область исследования органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции, органов грудной клетки правой легкое расправлено, ранее легкие расправлены. В области верхушки левого легкого сохраняется ограниченное скопление жидкости размером 66 на 127 на 64 мм, ранее 52 на 127 на 57 мм, компримирующее левое легкое, верхняя доля которого коллабирована. Справа в S3 визуализируется участок локального пневмофиброза с формированием многочисленных участков тракционных бронхоэктазов, диаметром до 5-6 мм. В S2 аналогичный участок диаметром до 16 мм. Поствоспалительные изменения. В корне левого легкого сохраняется ранее описанное массивное мягкотканное образование размером 67 на 37 на 61 мм, ранее аксиальным размером 65 на 39 мм, крайне каудальным до 58 мм. Контур образования характерно неровный, звездчатый, с формированием спикул. В процесс вовлечен левый верхнедолевый бронх, его просвет перекрыт, ранее также перекрыт. Образование на протяжении не менее 47 мм, ранее 43 мм, прилежит, прорастает стенку левой легочной артерии. В базальных сегментах правого легкого, участки локального пневмофиброза, участки консолидации легочной ткани. Ход и проходимость трахей, справа ход главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, единичные до 7-8 мм по короткой оси. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце не расширено. По стенкам аорты и коронарных артерий множественные кальцифицированные артеросклеротические бляшки. В верхнем завороте перикарда слой жидкости 10 мм, ранее 18 мм, диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Слева в подкожно-жировой клетчатке, на уровне переднего отрезка пятого ребра, по средней ключичной линии появился мягкотканный очаг размером 14 на 13 на 12 мм. Заключение КТ: картина центрального образования корня левого легкого, коллабированием верхней доли левого легкого, формированием левостороннего гидроторакса, вовлечением в процесс левой легочной артерии, выпада в перикарде, вовлечение перикарда в процесс. T2BN0H секундарного очага передней грудной стенки. КТ: признаки участков локального пневмофиброза правого легкого. По сравнению с КТ от 2 февраля 2023 года динамика разнонаправлена: появление очага в передней грудной стенке, минимальное увеличение опухоли, уменьшение количества жидкости в перикарде, рекомендована консультация онколога. Доцент кафедры М.Н. Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога: в перикарде количество жидкости несколько уменьшилось, что хорошо. Размеры опухоли и количество выпада в легком значимо не изменились, что также хороший результат. С другой стороны, появился метастаз по передней грудной стенке, он угрозы для жизни не представляет, но может давать боли в этом месте.